Доброе утро, ребята. Отели, бассейны, это все, конечно, прекрасно, но природные озера намного лучше. Вот мы сегодня проснулись вот так. Под нашим автодомом образовалось просто гигантское озеро. Сейчас, Лара. Вот, просто кругом вода. Все в воде. Неизвестно, как мы отсюда вообще выплывем сейчас. Сегодня оставались на пляже, на том же, на котором до этого на кемпинге стояли. На ночь. Отвезли вчера ребят в аэропорт. И остались здесь просто передохнуть, потому что детишки у нас болели после отеля. Все были с температурой. Гера тоже был с температурой. Какой-то вирус мы там схватили, там все кашляли. Вот, собственно, сегодня уже всем получше вроде бы. Надеемся, что еще денечек, и все встанут на ноги совсем окончательно. Сейчас мы с этого пляжа отправимся забирать свои вещи из прачечной. У нас было очень много вещей накопилось. Наша маленькая машинка бы долго их стирала. Поэтому мы отдавали вещи в прачечную. Сейчас возле в Анталии мы отдали. Сейчас будем доехать, забирать их. Добро пожаловать в Венецию. Камеру не бабахает. Влад, с маской пойдешь плавать? А где он? С маской плавать пойдете? Мам, сначала скажи. Да в душе, папа, в душе. Пойдем. Сейчас будем пытаться выехать. Но зато всю ночь очень прекрасно шумел дождь по крыше, просто не прекращаясь. А утром вот такое вот солнышко. Дайте палки. Чей-то домик. О! Ура! Двойный луж полетели. Выезжаем из озера. Обалдеть, какое огромное. Вчера просто здесь была лужайка. Мы встали на лужайке, а проснулись вот в таком озере. Малыши, ну что? Выехали. Выехали, да? Ну, Это хорошо. не лужа. Хорошо, что выехали. Приехали на парковку в Анталию. Влада у нас сегодня получше себя чувствует, выпила антибиотики. Маленькие вроде тоже начали драться, ругаться между собой. И это значит, что им намного лучше стало, да, Яся? Чем больше они друг друга дубасят, тем, значит, со здоровьем все хорошо. Там летает истребитель сейчас на набережной. Мы пойдем посмотрим, как он летает. Попробуем его снять. И еще нам нужно снять деньги с карточки. Идите вперед. Громко, Влада? Громко? А? Я не хочу сюда. Почему? Давай посмотрим, как истребитель летает. Ясь, по-моему, к нему камень хотела кинуть, да? Ясь. Слава камень хотела кинуть. Мы уже второй раз наблюдаем здесь такое шоу. Выглядит очень классно и впечатляет. Прямо над пляжем низко-низко летает истребитель. Делает петлю Нестерова. В общем, очень своеобразное зрелище. Но маленькие уши затыкаются, боятся. Вон он летит. Конечно, не лучшее время и место, чтобы укладывать ребенка спать.
лапутик такой. Маша купила в Икее мелки. А ими нельзя рисовать, потому что они из Икеи. Мы их потом привезем в Россию и продадим втридорого. Потому что у нас Икеи нету. Влада, я ну, шучу. видишь, шутит мама так. Можно рисовать. Они Берите. яркие, красивые, берите. А что вы нарисуете? Я сделаю хаски корм. Нет, вон там, смотрите, есть бетонные плиты, вон там хорошо рисовать на них. Вон, правильно, да, ты говоришь. Да, Слава, оставь нам тоже. Идите вместе, здесь на камнях маленькие камешки, на них плохо будет. Она что, Идите на плитку, злая? вон на ту вместе порисуйте. Оденьте только тапки, а? Только вы на мелки на эти не садитесь, а то одежда вся грязная будет. Что ты расскажешь, Маша, насчет болезней детей в автодоме? Как болеть с детьми в автодоме? В другой стране. Ну, если честно, то болеть с детьми в автодоме, если находиться именно в автодоме, а не за пределами автодома, проще, потому что они там лежат, они разносят все подряд. Они очень спокойные и вялые, но смотреть на них, конечно, больно, вот, неприятно. Ну, как-то у нас вот Влада первая заболела, и она как-то все переносила более тяжело, у нее вот ухо потом заболело, получается. А маленькие по температуре леденечек, даже, наверное, полденечка. И вроде у них все нормально уже, без всяких последствий. Вот, не знаю, что это, но это вирус какой-то по-любому захватили. Также вчера еще ранка на ноге у Влады обнаружилась, такая немножечко подпухшая. Она поранилась в джакузи, там обрезала немножко ступню, маленькая совсем. Но она про это не сказала, и обнаружилось это уже вот только сейчас, спустя неделю. Немножечко воспаление там есть, но мы помазали ее этим зеленкой. Вот, надеемся, что все нормально. Да, конечно, все будет нормально, потому что она антибиотики сейчас пьет. К тому же, да, антибиотики мы все-таки стали вчера давать, потому что боялись, что ухо может пойти дальше. Там она прям такая вялая-вялая. Температуры уже не было дня 3, как нет температуры, но она вот все вялая, на ухо жаловалась, спать хотела. Антибиотики вчера вот дали, и, ну, которые вот именно я почитала, там при отитах для детей можно. Вот, и сразу сегодня уже намного она бодрее, проснулась в другом настроении, глаза совсем другие. В общем, так. Убери руку, я сниму. Влада, а почему ты не сказала, что у тебя ранка на ноге? А? Ау, маленькая Болит? ранка, которой я не хочу, чтобы смотрели. Она вся зеленая. Антибиотики здесь оказалось купить непросто. Обошли мы много аптек, сказали, что вы здесь нигде не купите вот их. Но потом Влад с Дашей, когда мы вчера вот провожали в аэропорт, вспомнили, что в аптеке напротив нашего отеля вот работала очень хорошая женщина, которая, ну, русскоязычная. Вот, и она нам продала. Я вчера зашла туда, все без вопросов, как бы все продали. Считается, что вообще, в принципе, лекарства здесь, в Турции, намного лучше и сильнее, чем у нас. Также нам в аптеке женщина об этом сообщила. Продали нам лекарства от температуры для детей, сиропчик. В общем, все нормально, все хорошо действовало. Мне кажется, у местных, у турков, сейчас бархатный сезон зимой, а не летом. Ну, если учесть, что летом здесь жарища ужасная. А сейчас, мне кажется, прям вот эта погода очень такая хорошая, чтобы гулять, дышать воздухом. Мы шли долго в Турцию, мне очень понравилось. Все, пока-пока. Можно я сказать? Нет, спасибо, брат. Пока. До свидания. Хотел тебя накормить за твои деньги. Понятно. Не, пойдем. Кукурузу? Давайте гранатового сока лучше выпьем, Слав. Давай? Только, короче, еще что? Один? Да, вот девушки говорят, что хороший микс апельсин-гранат. Называется каращик. 100 лир стакан. Перемешанный. Çok güzel bir şey.
Красивый. Пробуй. Очень сладкий. Вообще даже не скажу, что гранатовый сок. А детям-то дашь сок попить? Нет. Они не просят. Маша, дай сок детям. Да. Вкусный, сладкий. Да, им кажется, как будто сахар. Видимо, апельсины очень сладкие. Да, Влад? Апельсины очень сладкие, да. Тут нету апельсина. Там, Это нет, там апельсины, гранат? Чуть-чуть граната. 3 апельсина, наверное, 4, 1 гранат. Соковыжималка у него хорошая, не то, что у нас. Самое главное, что дети выздоровели. Когда они болеют, это невыносимо на это все смотреть. Мы настолько испугались, что даже оформили страховку вчера Тинькофф на всех детей. Но слава богу, все вот вроде бы идет на поправку. Или послушай. Руки, руки, переходим дорогу. Здесь машины не пропускают. Пошли, пошли. Мы образовали тут отдельное парковочное пространство, такой уголок. Видишь, Маш? Ну да, полпарковки перекрыли. Здесь... Образовали. На самом деле, сколько тут мы с Дашей и с Владом здесь стояли 2 дня перед их улетом. Вон там, вон под тем огромным деревом стали просто поперек. Здесь вообще никого не было, она была полностью такая пустая. Пару автодомов стояла и мы. А сейчас сегодня выходной. Вот это вот представление самолетов, видимо, и наехало много машин. Сейчас детишек подкормим чем-нибудь, возьмем велосипеды и поедем покатаемся по Анталии. Поедем кататься? Да, поедем. Либо только в машину засунешь. Ой, не в машину, а в велосипед. И мы еще когда сюда приехали утром, здесь была абсолютно пустая площадка с этой стороны, а там было заставлено. То есть обратите внимание, как люди паркуются. То есть нас просто обставили со всех сторон. Никто не подумал, что вдруг нам надо будет выехать. То есть выехать мы не можем. Мы здесь останемся по-любому сегодня. Ребята, турки стоят за окном на Volkswagen, и впереди них лужа. И они боятся проехать по этой луже, чтобы выехать с парковки. То есть ищут, чтобы какая-то машина отъехала. Я говорю, езжайте там по щиколотку воды, они боятся. И ты иди померяй, иди лужу. У тебя кроксы старые, все равно все драные. Ну давай, да, кстати, я схожу пешком ему покажу, а чё? Что, давай скорее? Ну а чё, да, покажем. Да зачем? Ну, пойду. Ну-ка. No. Пойдем. Пойдемте, поехали. В общем, вот такая тут лужа, и вот выезд с лужи. Я специально иду, показываю, говорю, здесь по щиколотку воды, вот, выезжайте. Они боятся ехать по луже этой. Я не понимаю, у нас... Ну, кто из наших вот людей побоялся бы? Don't go. Не. Slowly, ну, slowly. Thank you. Вот видишь, Маш, я спас людей. Они мне так поблагодарили, сказали thank you. А чья идея была? Твоя, да, твоя. Туда песня пошла. Ни одного слова не понял. Приятного аппетита, Владюш. Наконец-то кушает наша Они Владочка. иностранные? Иностранные, да. Маш, не пожалела заварки? Вкусный чай приготовил с собой. Попробуешь. Дети велосипеды достали, собрали все велосипеды? Да. А ну покажите, как вы А собрали. льва в багажник ты засунул? Ну покажите, что там у вас, вы собрали или нет? Да ты льва в багажник засунул. Папа, ты льва засунул. И я так не поеду. Там нету льва. Там нету льва. Папа, льва! А следите сами за своими львами. Идите, берите львов, кладите, что вам надо в И ты багажник. тоже иди. Хорошо, хоть выезд есть, он не через лужу. Шеф, поехали. А куда ехать-то?
Я не знаю. Дорогу покажешь? Нет! В детский мир уехать. Тут нет этих. Может, Слав знает дорогу? Слав, куда ехать? С игрушками. С игрушками уже игрушки некуда складывать. Весь дом в игрушку. Да, поехали к игрушкам. Поехали к игрушкам. Или я твою камеру заберу. Влад, какие магазины? Сколько можно игрушек уже, а? Уже автодом скоро этот забьем весь, и где мы будем жить? Маше очень нравится ездить по прямым велодорожкам, где нет никаких препятствий. Вот едешь и едешь, а мне наоборот не нравится. Я бы вот там бы с удовольствием поехал, где люди ходят. Интересно объезжать препятствия, как-то вот маневрировать. А просто так катиться, ну, скучно, мне кажется. Папа, не надо, пожалуйста. Нравится тебе, Маш, по велодорожкам ездить? Отлично, да. Как по маслу. Я так и думал. Правда, я чуть не вписалась в чувака на встречке с большими колесами. Или он в тебе? Не, просто объезжал, ребенок вышел на мою полосу, я стала бежать, на встречке чувак едет на огромном велике с жирными колесами. Здесь стоит вот такой большой трак, и здесь продается всякая сувенирная продукция вот этого истребителя, который летал, похоже. Это, видимо, какой-то частный, что ли, истребитель, какая-то команда. Вот, они продают тут всякие свои майки, всякие сувениры. И сегодня, как вчера, говорит, вставать пора. Каждый день такому чуду снова радоваться буду. Для чего нужна зарядка, которую мы не делаем? Хотите узнать? Да. У нас утро следующего дня. Маша приготовила очень вкусные блины с турецкими сосисками и с грузинским медом, который нам еще в Грузии подарили. Сначала дети говорят, мы будем есть с сосисками. А потом будете есть чем, Еся? С медом. А может, сосиски с медом сразу вместе? Да! Это будет невкусно. Да! Блин, сосиски. Я хочу после завтрака поехать забрать наши постиранные вещи, а потом поехать в музей Анталии археологический. В музей? Музей, да. Может, сосиски почему-то не летающие? А почему? А папе сосиски, как всегда, не досталось. А маме блинов не досталось. Мама все блинов сейчас еще 50 штук Она напечет. их есть не будет, она худеет. Папочка, я тебе отдам свою сосиску. Но тебе не жалко? Нет. Ну, давай тогда. Еще с медом будут. А свою отдам. Нет. Ни одной Из блина нельзя. Из блина нельзя доставать. Это вкусные сосиски, да? А в Анталии было так много, что их никто не ел вообще. Ага. И когда сосисек мало, они какие становятся? Вкусные. А когда сосисек много, какие они? Вкусные. Сейчас пока собирались, перевели деньги через B2P. Ну, небольшую сумму, там 25 тысяч рублей. Купили USTD
И они на балансе появились в кошельке, но почему-то продавать он их не дал. То есть нажимаешь продать, а пишет в продаже 0. Писали в поддержку, 30 минут ждали, и пришел ответ такой, что они заблокированы на 24 часа, что у них нормальная практика вот таких делать движения. Иногда блокировать средства. Хорошо, что у нас еще есть немного денег, чтобы заплатить за прачечную. А еще Маша одела Славу и всех во все чистое, а Слава вышла, прошла 5 метров и упала в лужу. А, Маша? Это обычное дело. Все орали, Слава орала, Да? все были недовольны. Ну сейчас вроде бы подуспокоились. Надо только прямо не. Смотри на ребят. Ты сейчас скажешь? Надо только прямо. Приехали, Влада, по навигатору нормально все? Aleyküm selam. Neredesin? Merhaba. Здорово. Папа, смотри. Baby. Я апельсиновую. Такую. Интересно, дети что-то скажут или нет в ответ? Спасибо. Спасибо. Al bir tane daha var. Еще по одной возьми. А спасибо по-турецки будет 1000 кур, Влада. 1000 кур. 1000 кур, скажи. Тысяча кур. Тысяча. Так, открывайте багажник, я буду грузить сумки. Слава, открывай багажник. Давай. Маш, давай сверху ставь. Ставь, ставь. Все не по фэншую, как всегда. Почему так? Сначала большой ставят пакет, а потом маленький. Ну, как раз вот наш багажник позволяет все воткнуть. Защелкиваем, Маша. Там на потом. А может папе отдашь ее? Вот тебе карманчик. Вот карманчик, клади. Слава. Зубы забоят. Очень много уличных эскалаторов здесь. Мы все едем в музей, никак не доедем. Давай, Маш, едь вперед. На эскалатор? Нет, не туда. Решили попить кофе в большом торговом центре. Подъехали, тут Royal Enfield стоит, классный такой старый. Маш, вот детей оставим бабушке, поедем в Индию, купим такой Royal Enfield и поедем с тобой вдвоем по всей Индии. Ну, в 50 поедем на пенсию. Почему 50? В следующем году. Нам вряд ли. На велосипеде пока катайся, тебе нужно это. Нам нужно вес сбрасывать. Какой мотоцикл? Сейчас будет, знаешь, прикол, приедем в музей, Маш, а там будут цены, как в Ну, а океанариуме. я уже об этом подумала. 20 тысяч рублей до всех. Я уже об этом подумала, скорее всего. Здесь же нету льгот, как в России, для многодетных. Сейчас берем кофе, детям взяли в магазине клубнику, попросим помыть. Индрим. Что это? такое? Не Я знаю. Thank you. Детишки, пойдемте клубнику. Я думала, Пойдем. нам тоже. Здесь папа сядь с ней вместе. У вас большой стол, Влад, пожалуйста. Вместе можете сесть, конечно. Вкусно. Если вот стул. Влад, папа давно отстранил, знаешь? Пап, на.
Ух ты делишься со мной откусанной клубничкой? Какой ты добрый ребенок, спасибо. Скорее в детский сад, да, Маш? Не говори, Обучение это когда я закончится? приехала, я сейчас приехала, короче, в командировку в другую страну работать. А когда приедем обратно, я как в отпуск приеду. Буду лежать, книжки читать, отдыхать. Тети поделились еще одними шоколадными ложками. Все, почти доехали до набережной. И по набережной там немножко останется нам до музея. Ну вот мы и на велодорожке. Сейчас быстренько доедем. Вот Маша говорит, детский сад, когда не ходит, она отдыхает. А мне наоборот жалко времени, которое мы проводим без детей. Это время уже никогда не повторится, пока они маленькие. И если даже это тяжело, все равно я хочу с ними проводить время сейчас как можно больше. Что говоришь ты там? Говорю, какая-то хорошая жена, любимая моя. Умная, красивая, добрая, кроткая, самое главное. Обманываешь, да? Кроткая жена. Давай вперед. Откуда очки такие взяла? Давно лежали. Надо тебе другие купить, мне не очень они нравятся. Я знаю, что тебе не нравится, поэтому и ношу. Парковали велосипеды. Здесь красивый вид, Маша хочет пофотографироваться. Ну зачем ты глаз забиваешь, Влада? Ее обними, пожалей, ей больно. Один, Слава, короче, ей бьет больно. другого, а второй притворяется, что ему очень ей сильно больно. Пожалей. А на самом деле не больно, да, было? Бить зачем? Бить нельзя. Мы уже который день объясняем, что бить нельзя. Который раз уже. Что вы деретесь? Люди все смотрят. Пожалейте, обнимите. Обнимите, все, обнимаетесь. Больше не деритесь. Влад, как их отучить от драк? Можешь сказать рецепт? Я не знаю. Не нравится тебе с ней? Не, отойди от нее, иди со мной. Иди, я тебя пожалею, иди. Иди. Иди, все, не ной, иди жалеть буду. Слав, ты со мной в музей пойдешь? Нет, пойдем вместе. Судя по всему, наверх в музей нужно ехать на таком лифте. Бьет, Славяш. Смотри, как красиво. Может, тебя здесь сфоткать, Маша? Ну, дядька сказал, что нам 1 километр еще идти. Хорошо. Детишки прогуляются хоть ножками. По камни попали, я не могу идти. Давайте, помогайте мне. Давай Помогайте. помогай сам. Помогайте. Все, я не знаю, что делать. Сейчас буду ныть. Дети, помогайте мне. У меня в тапке камни. Давайте, снимайте тапок. Тихо, сейчас я упаду. А ты хотел? Что ты за меня? Снимай, снимай. Быстрее. Да чего ты такой? Вытряхивай, чисти мне тапки. Ну, А я тебя. вот спасибо, вот молодцы. А вот ты. А ты говоришь, может, у тебя дети, видишь, непослушные. У нас баба Слава с бабой Ясей устали. Идти не могут. Палочку надо им сорвать. Да, Ясь? Садитесь на лавочку, у нас здесь подождите, Только в бабушки. телеге есть. Вон там бабушки. Только в телеге ездить. Пешком не хотят. Это потому, что очень древние статуи. Видимо, где-то нашли на дне морском. Она вот в таком состоянии, видишь? Откололась. А раньше был с морды лев. Вообще, а лапы почему такие? А тело почему такое? Ты садился когда-нибудь попой на такой кактус?
Ты хочешь попробовать, Владюш, сесть на такой кактус попой? Ракушка. Да, еще потолкайте здесь рядом с этим кактусом, подеритесь, чтобы кто-нибудь упал глазом прямо на этот кактус. Нет. Нет? Ну, видите, как хорошо. В общем, как оказалось на сайте неверная информация, для иностранцев вход 15 евро с каждого, а для турков 60 лир. И вот у нас наличка какая есть последняя. Сейчас наберем и пойдем в музей на эти деньги. Пойдемте, малыши. Почему у тети нет носа? А у меня... Потому что в детстве она себя плохо вела. И ей его оторвали. Исёк. Пугливый. Тогда пусть идет, что пугливый. Смотрите, какой музейный кот. Лежит в древнем сосуде. Вы скажите, чтобы он не боялся. Иди сюда. Хвост у него отвалился, потому что он древний кот. Да, я думаю, что потому что он своим хвостом не может с павлинами соревноваться. Все равно. Павлины все равно длиннее. Ну, по-моему, очень красивый милый котик. Видишь, он добренький. Он добрый кот. На меня музей произвел очень большое впечатление. Мне очень понравилось. Я люблю древности. Особенно был впечатлен статуей Геркулеса. Вам апельсин? Давайте я сорву аккуратно. Подожди, тихо. Стой. Сейчас. Ну, хотят апельсин. На. Нельзя? Все, хватит. Спускайтесь. Тихо, тихо. Влада, а тебе что понравилось в музее? Расскажи. Собаки? Древние. Да мне вас. Ни одну статую не разбили. Все хорошо у нас. Да, молодцы. Мы Мама друзья. боялась. Так, у нас много апельсинов там в этом. У нас много апельсинов, послушайте, зверьки. У нас много апельсинов, велосипедов. Давайте я вам почищу, дайте мне его. Почисть. Апельсин из музея, попробуй, вкусный? Или кислый? Ну как, Влад? Сладкий или кислый? Не понимаю собачий язык. Нормальный? Сладкий. Выехали мы в сторону Кемера. Впереди очень красиво гора, так смотрится. Чисто такая черная, как тень.
Где-то там Кемер, наверное, за ней. Сначала воду заправим. Точку нам Сережа кинул. И вот на ту парковку поедем тоже, которую он